Здравствуйте, наши дорогие друзья! Вы на канале «Давай запишем», у микрофона Александр. Сегодня у нас на обзоре студийные мониторы PreSonus Eris E44. Поехали! Сразу начинаем с того, что эти мониторы выполнены с яркой отличительной особенностью от привычных для нашего глаза десятков или сотен других. Это конструкция с двумя симметрично расположенными динамиками и твиттером посередине, но не на одной оси, как, например, в схеме Деополито. Там все центры строго по линейке. Называется такая конструкция MTM, расшифровывается как Midrange Tweeter Midrange, ну а переводится среднечастотный, высокочастотный, среднечастотный динамик. Что это нам дает? По словам производителей, такая конфигурация способна улучшить отклик вне оси прослушивания и повысить пространственное разрешение, что в итоге даст более ровную АЧХ и расширит звуковую картину. Что ж, хорошо, пока поверим на слово, а чуть позже все это попытаемся услышать. Ну и здесь же дам небольшой анонс. Готовится у нас еще одно видео на подобные мониторы, также с конфигурацией MTM. Это IK Multimedia iLoad MTM с кучей софта для отслеживания различных характеристик, с измерительным микрофоном в комплекте и с нереальным звуком. Короче, говорят, что это будет просто бомба, а не мониторы. Ждите, скоро снимем и наверняка в сравнении с сегодняшними экземплярами. Продолжаем. Также большим преимуществом такой конфигурации является и то, что эти колонки мы можем располагать не только вертикально, но и горизонтально. То есть появляется некое поле для маневров при выборе места установки этих мониторов, и при каких-то определенных условиях это может быть крайне полезно. Еще одна прелесть – это наличие двух щелевых фазоинверторов, благодаря которым можно получить более насыщенный диапазон низких частот. Но опять-таки, переднее расположение – это прям для домашних ограниченных пространств. Теперь о динамиках. Пара 4,5 дюймовых плюс твиттер 1,25. Частоты, которые они смогут воспроизвести, это диапазон от 55 до 22 тысяч Гц. Раскачивать их будет схема двойного усиления B-Amp, то есть низ отдельно, верх отдельно. Кроссовер отстроен на 2,9 кГц. И что касается мощности, то на пару колонок это будет 85 Вт со звуковым давлением 103 дБ на расстоянии 1 метра. Для дома более чем. Теперь о том, какие есть возможности по коммутации и управлению звуком. Для этого отправляемся на заднюю панель и смотрим. Итак, все возможные разъемы тут присутствуют, небалансный RCA и балансные TRS и XLR, ручка управления громкостью, срез низких на 80 или 100 Гц, что полезно при согласовании с работой саба или в каких-то других случаях, точная подстройка средних и высоких частот в диапазоне минус 6 плюс 6 дБ и переключатель Acoustic Space, который служит для подавления баса в зависимости от расположения мониторов в комнате. Ну, вроде как ничего лишнего, ничего недостающего и никаких супермодных понтов. Ну и последнее перед тестом – это вес одной колонки 5,4 кг, размеры 180, 180, 365, разумеется, миллиметров. I was lost and incomplete. I didn't know where I should go. 1,000 pounds upon my soul, and you came from nowhere, and everything fell into place. You make it better every day. You take me away.
Ну что, друзья, то, что я услышал, дает мне полное право признать эти мониторы вполне годными для домашней работы. А учитывая то, что там есть некоторые настройки, вы легко сможете адаптировать их под любое ваше помещение. Ну а то, что удалось услышать вам, мы, как всегда, узнаем из ваших комментариев. Пишите, будем вам благодарны. На этом все. Это канал «Давай запишем». До новой встречи. Ты ехал, да? Угу. Меня нет в кадре, да? А, ты слева направо, справа налево, а сверху вниз, снизу вверх. Прости, не могу тебе отвечать. Угу. Ну, как есть, так есть. Лепим из того, что было. Ой, 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 ой.